Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямой эфир, как говорится, несмотря ни на что, резервные линии, в общем, целый день сегодня с интернетом беда, знаете, плавится, наверное, все от этой жары и накала. Яков Кетми на связи прямо сейчас. Будем обсуждать все самое горячее и самое, что ни на есть, острое. Яков Осипович, приветствую вас. Да, добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо, что поставили лайк уже этой трансляции. Конечно же, хотите поучаствовать в нашем разговоре. Сделать это очень просто. Вы можете оставить свой вопрос в закрытом клубе зрителей Шелест, а можете открыто в сообществе YouTube. Там анонс нашей встречи. Будем уделять время вашим вопросам, то, что тревожит исключительно вас. Очень интересно как бы послушать Якова Иосифовича, его ответы на ваши вопросы. Ну а сами проголосуйте в вопросе сегодняшнего эфира. Он звучит следующим образом. Сможет ли Трамп победить Иран? Сегодня вышла такая очень интересная статья в Нью-Йорк Таймс, да, с откровениями по поводу вообще, что делать Трампу, давить военным способом, экономическим или бежать, объявив о своей победе. Вот у нас примерно похожие варианты. Да, сможет, но военным путем. Ну, то есть все разбомбит, всех уничтожит и победит. Второй вариант. Нет, придется уступать. Вот прям уступать, договариваться, как в меморандуме и так далее. Третий вариант. Да, экономическим путем задушит Иран экономически, в общем, повставляет палки в колеса и выйдет победителем из этой истории. Или есть еще такой вариант. Нет, но объявит победу и сбежит. Вот таким образом все происходит. Как вы отнеслись к подобным целеуказаниям в западной прессе? И вообще понятно, что Трамп делает сейчас в Иране? Вроде опять договорились открывать Ормузский пролив и открыли, но судов ходит все меньше и меньше. Победит Иран Трамп или нет? Мне вопрос или к зрителям? Зрителям, и я его переадресовываю к вам. Победит ли Иран Трамп? Окей. Ну, победа, нет абсолютного определения, что такое победа. Объявить о победе можно. Объявить все, что угодно можно. И Трамп этим отличается. Он говорит все, что он хочет. Как правило, это мало связано с действительностью. Это выражает его чувства, его желание что сказать. Но поскольку он человек непостоянный в этом отношении, то что он сказал сегодня, он завтра может опровергнуть, а послезавтра сказать что-то третье. Реально, в чем может выражаться победа Трампа? Для того, чтобы определить, он победит или нет. Вообще, всякая война, она направлена на достижение каких-то политических целей. Иногда это экономические цели, которые маскируют под политические. Но если у страны нет политических целей, то война абсолютно бесполезна. То есть эта война ни к чему не приведет. У Соединенных Штатов для того, чтобы определить, победили они или нет, надо четко определить. А война – это со страной, которая Соединенным Штатам не угрожает. Со стороны Трампа Соединенным Штатам угрозы не было. Со стороны Соединенных Штатов, по крайней мере, на словах, которые заявили Соединенные Штаты, и мы время от времени к этой глупости присоединялись, цель была сменить режим в Иране. И я вот хочу к этому моменту его больше чуть проанализировать. А когда военным путем кому удалось сменить режим? Хороший вопрос. Не было этого. Ну, я не буду говорить о Второй мировой войне, это да. Я не буду говорить о войне с Японией, это да. Но все другие попытки сменить режим военным путем оказались безрезультатными. И Трамп не очень учит историю. Но самый яркий пример тому, можно ли сменить режим военным путем, это война 1956 года.
война между Египтом, Францией, Англией, ну, и мы тоже туда присоединились. Неважно, в чем была фразеология этой войны, как каждый ее объяснял. В каждой стране, и в нашей тоже, перед началом войны в последний день Бен-Гурион спросил Даяна, а зачем мы начинаем войну? Он знал, зачем начинают, просто он сказал, а причину надо найти, потому что та причина, которая была, назвать ее было нельзя. А причина у всех трех стран была одна – сменить режим Нассера. Все остальное это была лирика. Но у Соединенных Штатов это была этой причиной, за этой причиной стояло желание вернуться к владению Суэцким каналом. У французов была четкая цель, нереальная, но они думали, если уберут Нассера, а Нассер в основном мешает нам в его поддержке войны в Алжире, мы его уберем, и тогда война в Алжире кончится для нас нашей победой. Чем это все кончилось в результате этой войны? В результате этой войны, ну, я не скажу, что я помню, я тогда был маленький, но долго этим занимался потом, когда немножко вырос. И здесь тоже. Франция ушла из Алжира. Та власть, которая была во Франции, начав операцию в Суэце, то есть войну с Египтом, как только закончились военные действия, это правительство пало. Британское правительство, которое начинало войну с Египтом, тоже пало. Власть Нассера только усилилась. У нас были немножко другие вещи, так что это не играет большой роли. То есть две большие страны, которые и были основными участниками этой войны, Франция и Англия, которые начали войну против слабого Египта. 1956 год. Можно сравнивать французскую мощь. И были уверены, вот-вот-вот мы сделаем, а результат оказался противоположный, с точностью наоборот. У них режимы пали, а у Нассера он только усилился во много раз. О чем это говорит? Что военное превосходство, каким бы оно ни было сильным, оно недостаточно, и, как правило, недостаточно для того, чтобы достичь той цели, как сменить режим в какой-то стране. И это в отношении основного, что хотели Соединенные Штаты. То есть сменить режим в Иране не удалось. Режим устоял. Да, можно сказать, по некоторым признакам, он стал еще более крепче, или еще более религиозным, или еще более острым, еще более враждебным. Насчет всех экономических давлений, Иран же был под блокадой все эти годы. Да, это ему помешало, но что это привело к какой-то смене режима? Нет. А что сейчас изменится? Ну, сейчас очень многое меняется. Вот по поводу усиления режима в Иране. Хуситы, вот Рейтерс выходит с материалом только что, из-за блокады хуситскими, скажем так, силами в Красном море экспорт Саудовской Аравии нефтяной упал наполовину сейчас. Бьют по Арамке. Саудовская Аравия отвечает в ответ. Получается, то был один Ормуз, а теперь и в Красном море перепоны. И люди, аналитики, говорят, что в принципе Трамп не мог не просчитать, или там его аналитики не могли не просчитать этих вещей. И, соответственно, есть какая-то выгода. Тут другая сторона вопроса. Я говорю о том, достигнет ли Трамп своей цели. И он не достигнет не из-за хуситов.
Хуситы – это частный вариант, мелкий, и не из-за Ормузского пролива, а просто потому, что военные силы, власть в такой стране, как Иран, таким методом, который действуют Соединенные Штаты, или подобным методом действовали французы и англичане, высадились в Порт-Саиде, захватили зону Калала, ну и что? Не помогло. Так и тут. То есть Соединенные Штаты не могут выполнить свои задачи, несмотря на абсолютное военное превосходство. Принцип «сила есть, ума не надо» он очень опасный для того, кто полагается на силу без ума. То есть Соединенные Штаты не достигают своей цели. Не потому что Иран сильнее, а потому что американцы не действуют так, как они могли бы. А мешает этим действиям сам Трамп. Потому что с самого начала его цель была: а я хочу прийти к переговорам. И в результате этих переговоров они пойдут на мои условия. Он так свято верил в свою экономическую и военную силу, что он перенапрягся. С военной точки зрения Иран можно вернуть в каменный век. Для Соединенных Штатов это не проблема. Но не в этом цель Трампа. А идти на переговоры он решил использовать военную силу с самого начала. С первой атаки на Иран. И до последнего, до последнего акта этой шизофрении, когда он видел в военной силе инструмент для оказания давления на Иран. И когда давления будет достаточно, тогда они пойдут на уступки. И один из самых ярких примеров этому – это то, что произошло сейчас. До позавчерашнего дня Трамп истерически каждый день кричал: мы вам, ну, как это было на разборках в России, я тебе пасть порву. И вдруг он пошел на переговоры и сказал: нет, мы прекращаем сейчас атаки. У нас есть другая опция. А что произошло? Ну, говорят, что подошел к пику военных возможностей Трамп. Нет. Нет. Обратился к нему командующий американскими войсками и сказал, то есть я перевожу это на понятный язык, потому что он говорил на военном языке, военном понятии. Те цели, которые мы определили для поражения в Иране, мы уже поразили. Новых целей нет. А за этим кроется что? Те цели, которые были поставлены перед американской армией для давления на Иран, эти цели закончились. Другие цели есть, но они не для давления на Иран, а для того, чтобы переломать ему хребет. Но на это разрешения нет. И он сказал совершенно спокойно: а чего я буду тратить время, силы, ракеты, вооружение еще неделю, но это же бестолково. Это ни к чему не приведет. Он военный. Он смотрит, какой будет результат с чисто военной точки зрения вот этих атак, которые они проводят. Но те ограничения, которые наложены Трампом, это только чтобы их напугать. Он говорит: а вот у меня пугать сил нет. Это мои вооружения. Это мои войска. Я их просто трачу впустую. Причем 90, 100 целей за одну атаку – это огромные расходы.
Это огромные расходы. Ну, только посчитайте, сколько стоит час полета одного самолета реактивного. А сколько их? Сколько стоят снаряды, сколько стоят ракеты. То есть тут сыграла роль не ответные удары Ирана. Как бы их ни рекламировали, не они решают дело. А то, что расход военной мощи американцев впустую, чтобы пугать. Вот армия говорит, а нам это не под силу. Мы еще 2 недели, мы зарасходуем еще огромное количество боевых средств, которые нам нужны. Но это бесцельно. То есть он подтвердил своим предупреждением Трампа, что тот способ ведения войны, который ты мне навязываешь, он деструктивный. С военной точки зрения он ни к чему не приведет. И тогда Трамп вернулся к тому, что он хотел с самого начала. Но тут есть еще один очень важный момент, который я хотел бы именно с вами обсудить. Украина нанесла удар по, ну, по судну в Каспийском море, иранскому судну. И, в общем-то, ну, об этом говорит Зеленский в интервью, что мы тут и с северокорейцами воюем, и с иранцами уже фактически, да, воюем, потому что шахеды они когда-то поставили. И, в общем-то, это удар по нам, поэтому мы как бы... Мы честно защищаем свои, скажем так, интересы, но это как бы война в Каспийском море, Иран ответил достаточно жестко, говорит, ну будем тоже бить по Украине, получается. Значит, Зеленский ведет себя как анархист, который расплескивает эту войну дальше, и вот перед Первой мировой войной, да, вот эти провокации, и прям серьезно заговорили о мировой войне после вот этого удара. А к чему все идет в этом отношении? Или это просто показуха для Дональда Федоровича перед тем, как Зеленский... Кстати, Нетаньяху там тоже будет. В общем, все ж хоронят Грэма. Вот. Перед визитом в Соединенные Штаты Америки показать, мол, смотри, Европа какая беззубая, твои партнеры по НАТО, а я вот в Каспийском море бью по иранским танкерам. Я хороший союзник, Дональд Трамп. А Иран проглотит или вот эти заявления, потому что до этого то, что говорил Иран, ну, то он и делал. Что сейчас предпримет в отношении Украины, как вам кажется? Ну, безответственность Зеленского в своих военных действиях, она зашкаливает. А турецкие корабли зачем он обстреливал? Ну, ты, дегенерат, турок ты зачем обстреливаешь? И он не понимает простых вещей. Иран – это не Казахстан. Иран – это не Турция. Поэтому он бред насчет Северной Кореи. Он что, мстит северным корейцам за Курск? Так что ли? За Курскую область? Нет, ну сейчас еще говорят, будут подтягивать корейские войска, россияне мобилизацию объявлять. Ну, это Россия уже давно подтянула северокорейские войска. Она использует китайские самолеты. Она уже 3 раза объявляла мобилизацию. Ну, к Это этому... по городам России бегают, ездят бусики и отлавливают людей, как скотину на войну. Именно. Да, в России, да, российская армия охотится за людьми. Но если вернуться к Ирану, Зеленский насчет мировой войны от того, что в страну в военный конфликт так или иначе будет вовлечено несколько государств, это еще не мировая война. Это не мировая война. Так что вряд ли вот когда рассматривают ситуацию на Украине, у меня как-то был спор в Москве, вот что Запад ведет войну с Россией на украинском фронте. Чем? Что он вооружает Европу, он ей выезжает в Украину, и это сказывается на военных действиях. Я говорю, я знаю, я помню другой вариант в истории. Когда Советский Союз вооружал
другую армию. 2 советских дивизии были в Египте. Одна истребительная, а другая противовоздушной обороны с ракетами. Были бои между нашими летчиками и советскими. Были атаки наших самолетов на советскую дивизию противовоздушной обороны, и они сбивали наши самолеты. Но никто не сказал, что идет война между Израилем и Советским Союзом. А война оставалась между Израилем и Египтом. Война на истощение. В каждом батальоне в египетской армии и в сирийской был советский офицер, представлен командиру батальона. Все планы египетской армии контролировались и согласовывались с Генштабом России. Как в текущей войне, так и в построении египетской армии. Но никто не сказал, что это война между нами и Советским Союзом. Никто, ни американцы, ни Советский Союз, никто в мире не считал, что это война между двумя странами. Потому что понятие войны, мировой войны, только за то, что одна страна помогает другой. Нет. Вьетнамская война. Кто защищал Ханой? Советские ракетчики. Это была война между Советским Союзом и Соединенными Штатами? Нет. И таких случаев очень много в истории, особенно в последней. То есть это еще далеко мировой. Мировая война – это когда мировые державы участвуют в этой войне. С обеих сторон. Во время войны за истощение с одной стороны была мировая держава, Советский Союз. И его солдаты воевали, и его солдаты убивали наших, и мы убивали их. Но это не была война между нами. И это не была мировая война. Когда она могла войти в мировую войну? Если бы вмешались Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты ограничились тем, что они продавали нам оружие. Фантом. То есть это еще не мировая война. Да, если завтра Иран ответит Украине, это не значит, что начнется мировая война. Что, Европа ответит по Ирану? Нет. Иран – это в данном случае государство. Я говорю, это не Казахстан. Не в упор Казахстана, другая страна, другие цели. И он терпеть удары по своим кораблям не будет. Тем более какой-то Украины. Так что, если опять вернуться к первому вопросу, у Трампа безвыходное положение. Те меры, которые ему необходимы для того, чтобы определить, я победил, он не готов применять. Не потому что нет силы, он не готов. По своим внутриполитическим соображениям, по своему складу характера, по всему. Торговать он будет, а это нет. Любая торговля, которая будет с Ираном и закончится соглашением с Ираном, это будет поражение Трампа. Потому что он не достигнет ни одной своей цели. Иран не меняет свою политику. Да, если будут достигнут в рамках этого соглашения, что Иран замораживает свою ядерную военную программу и не будет в ближайшие годы производить ядерного оружия. В самом Иране говорят, а зачем оно нам? Смысл в нем какой? Это ничего им не даст. Они будут делать ракеты. А ракеты в речи нет. Вот Иран произведет 20 тысяч ракет. 30 тысяч ракет. Это же не запрещено. С подлетным временем 10 минут. Так и не нужно ядерное оружие. Ни против кого. Ни у кого нет средств противоракетной обороны, чтобы сдержать удар 20-30 тысяч ракет. Для этого надо 60 тысяч против ракет. А это не под силу ни одной стране.
Это не зря то, что сказал американский генерал. Я расходую свои огневые средства без толку. Они у меня конечные, у меня нет бесконечных. Они мне нужны для моей армии. И поэтому Трамп ведет так, как он ведет свою политику. А он ведет не войну, он ведет торговлю. С угрожанием и угрожая оружием. Но уже никто серьезно не относится к его словам. Роется Зеленский в иранскую историю Трампа. Ну, это же Нет, видно. Он же хочет он, поближе он подлезть. Зеленский первое. Кто ему не даст строиться? Европа. А они-то тут при чем? Но они будут за это платить. А Европа не пошла с Трампом против Ирана. Она пойдет с Украиной против Ирана. Зачем это Европе? Зеленский, он не только отморозок, он не умный. Он делает вещи, которые противоречат его же интересам. Не понимая вообще, в каком мире он живет. Он же не на сцене. И поэтому ему не дадут его европейские хозяева вступать в конфликт ни с Турцией, ни с Ираном, даже с Казахстаном. Ну да, сегодня возобновили А? прокачку, возобновили через Новороссийск нефти по казахскому консорциуму. Да. Казахская нефть идет в Европу. Он же по ним бьет. Так что он сделал очередную глупость, но он в таком положении есть. В армии это особенно проявляется и в других местах. Когда человек находится под напряжением, очень мало людей могут рационально, правильно, грамотно реагировать. Часть военных это может. На спецслужбах это часто бывает. Ты находишься в невероятной ситуации, под невероятным давлением, у тебя есть 2 секунды найти правильное решение, еще 3 секунды его выполнить. Сделал, да, нет, все. Но Зеленский же он не такой. Он под давлением не может думать, не может функционировать. Он впадает еще в большую истерику, и тогда начинает делать глупости. А вокруг него никого нет, кто может ему сказать, куда ты зарываешься. Я уже говорил, в этом проблема Украины сегодня убогость власти. Не только убогость Зеленского, а всех, кто его окружает. Его никто не может взять за руку, кроме европейцев. Поэтому он время от времени делает глупости. Вот это последняя истерика была, предпоследняя. Мы о ней говорили. Когда он попер на Белоруссию. Чем это закончилось? Ну, как-то выкатали яйцом эту проблему. Бабка пошептала, и все, видите. Сначала это была проблема, из-за которой я начну. И сейчас моя армия сломает Белоруссию, а потом все стихло. Вдруг этой проблемы нет. Вышки остались. Это в его словах то, что они делали, они теперь не делают. Ну так пусть он говорит. Это так же, как Трамп объявит победу. Но эскалация сумасшедшая сейчас в войне между Россией и Украиной. Причем интересно, вот мы так про Казахстан, Токаев на выходных встречался с Путиным, говорит, пора заканчивать. Ну и сказал, вот все это обсудили, вот Токаев, прям в глаза Путину, прям вот так. Но Путин потом поехал в Петербург, потом там награждение сегодня в Думе, и как-то, знаете, судя по речи Путина, он не внял словам Токаева, наоборот, там на награждении сегодня разошлась информация, что, говорит, его просят быть смелее в Украине. Говорит, ну, надо не просто так, надо тоже все просчитывать. Насколько у Путина все просчитано в этой войне? Тем более, что сейчас прилетает по России, прилетает и больно экономически, и трагически.
тоже, вот в Ростове прилетел дрон в многоэтажку, и тоже погибшие, тоже дети. Сейчас бьют по там, магазинам, эпицентрам, торговым центрам, заправкам, и вот это все. Ну, а Гордон, есть такой, зовет к себе на разговор Штилермана, бывшего российского конструктора по Firepoint. И он говорит, что осенью полетит баллистика по Москве, и, в общем, давайте уезжайте, россияне, собирайте, снимайте деньги со счетов. В общем, будет очень все мощно, грозно и бурно. А есть ли этот запас прочности для того, чтобы, ну, скажем так, пойти на такую эскалацию, которую там обещают у Гордона? Ну, Гордон – это обычное недоразумение, мелкий жулик, аферист. Сколько глупостей он говорил и говорит, ну, на него никто не обращает внимания. Тоже мне государственный деятель. Хотя многие на Украине действуют не более умно, чем его совершенно глупая болтовня. Но если посмотреть внимательно, да, это правильно. Поменялось что-то на войне между Украиной и Россией. В чем поменялось? Украина начала свои удары по центрам России. Но они ничего не могут сделать. Да, они неприятные. Ну да, в Ростове попал в дом. Ну хорошо, ну погибли 10 человек, 20 человек. В худшем случае, не дай бог. Но все атаки Украины против российских центров, как бы их ни рекламировали, большого ущерба России не приносит. Страну это не сломает, экономику это не сломает, военную промышленность это не сломает. А Россия перешла на более мощные удары по Украине. Вот что объявили недавно весь флот западных стран. А мы больше в Одессу не пойдем. Все, не пойдем. А украинские корабли топят. А украинские порты в Одессе, в Николаеве, в Ильичевске и в Измаиле каждую неделю потопают. И в чем тут разница? Украина, российские ракеты, Россия перешла на удары по Украине в основном ракетами. В больших количествах, с большей мощностью, с большей точностью. Украина такого же сделать не может. У нее нет таких ракет, у них нет такой производственной мощности, у них нет поставщиков таких ракет в достаточных количествах, а предприятия, которые этим занимаются на территории Украины, уничтожаются. Что не происходит на территории России. И это нисколько не влияет прямо на положение на линии боевого соприкосновения, если так называть. То есть продвижение российской армии продолжается. Удары по стратегическим объектам Украины стало их больше, они более разрушительны, и Россия меньше считается с кем-то. И они будут нарастать. Потому что рост мощности украинской армии идет за счет поступления с Запада. А у Запада уже нету достаточно противовоздушных противоракет, чтобы поставлять. Нету. Их надо производить. То, что Трамп сказал, хорошо, получите, вы можете делать наши ракеты, мы вам даем как бы это право. Но завод надо строить. Ну, Зеленский говорит, в Великобритании построю. Он сегодня, кстати, поехал в Ладно, его надо Великобританию строить. знакомиться с новым премьер-министром. Хорошо познакомились на авианосце королева Елизавета, провели церемонию, встретились. Англичане, прежде чем они говорят, вот пусть они сделают, чтобы этот авианосец
был бы способным, ну, хотя бы 10 месяцев в году, ну, хотя бы месяц в году, ну, хотя бы неделю в месяц. Ну, а что? Ну, это смех и грех. У них нет ни одного корабля, который они могут послать, кроме всех политических проблем. У Великобритании царицы морей не было флота, чтобы послать к берегалам Ирана. Нету. И у Франции тоже нету. Да, могут символически послать один-два эсминца. Великобритания даже этого сделать не может. Какой был позор, когда они послали корабли в сторону на Дальний Восток. Через сколько дней все корабли вернулись, часть по буксиру. Создавать военную промышленность это занимает время. Даже если мы говорим о Европе. Вот Германия радуется, вот у нас количество заказов на военные продукции увеличилось. Хорошо. Это полезно. Но Россия это все производит сама. Российские ракеты делает Россия. Российские беспилотники делает Россия. Российские самолеты делает Россия. И их количество увеличивается. То есть война переходит в другую стадию, более жесткую, более опасную, но более опасную для Украины. Более опасную для Украины, она более уязвима. У нее нет противоракетной обороны, могут давать сколько угодно значения. Они не останавливаются, российские стратегические ракеты, российские баллистические ракеты. На это у них возможностей нет. Они не виноваты. У европейцев нет. Потом люди мало разбираются в военных делах. Система обороны – это понятие системное. Это не Экономика то, что должна быть батарея. экономной, да. Но Украина не в состоянии создать систему военной противовоздушной обороны. В Европе нет системы противовоздушной обороны. В России она есть. Просто страна огромная, это можно здесь или там прорваться. Но это ничего не даст. А, допустим, 10 ракет украинских долетят до российских объектов. Сколько иранских ракет долетело до объектов в арабских странах? Я не говорю про нас. У нас это абсолютно ничего, никакого ущерба не принесло. Ну и что? Ну и что? Люди уже и в России привыкли, так же, как на Украине привыкли. А вот в этот дом попал беспилотник. Ну, попал. Жалко. К этому быстро привыкают. Это не сломает российское население. Это не повредит российской власти. Это не изменит положение на фронте. Это не изменит стратегическое соотношение между возможностями Украины и Европы и России. И сегодня Украина, если посравнить, последние полгода она потерпела намного больше ущерб, чем Россия. То есть, да, интенсивность взаимных ударов по своим гражданским и внутренним стратегическим объектам повысилась. Но российская повысилась и повышается в несколько раз. Украина не защищена сверху. Ее невозможно защитить нечем. Поэтому эта интенсивность, она увеличивается. Приведет ли она к какому-то результату? Не думаю. Почему? Ни одна из сторон не имеет достаточной силы, чтобы переломать другую. То есть Россия применяет только часть этой силы по своим причинам. Можно их попытаться проанализировать, но это факт. Я говорю по фактам. А Украина использует все, что есть, но это опять-таки недостаточно. Всегда и в военном действии, и в... Для того, чтобы добиться победы, для того, чтобы добиться прорыва на фронте, надо сконцентрировать достаточное количество и качество
усилий. В военном отношении это вооруженных сил, а в экономическом это вкладывание средств. А если делать это в недостаточной форме, так оно и будет продолжаться так, как продолжается. Но опять-таки здесь же Это очень сложно, здесь очень сложно напоминает мое понять. старое выражение. Чтобы закипятить воду, надо ее нагреть до 100 градусов. А ее греют Россия до 90, Украина до 60. Ну, а потом спрашивают, а почему не кипит? А почему не кипит? Поэтому не кипит. Но тут очень тяжело понять, что такое достаточно. Зеленский, ну, дня 4, наверное, без перестанку говорит о том, что Россия готовит мобилизацию, там 500 тысяч на осень, еще что-то. Россияне, одни там депутаты это опровергают, другие говорят, ну, может, как-то что-то где-то, а это будет какое-то новое направление, и, в общем, тогда оправдывает как бы Зеленский свою мобилизацию и усиление своей мобилизации. Он открыто признает, что он поменял военный кабинет, Тропатова поставил, чтобы было единство, чтобы больше людей еще привлечь в армию под эгидой того, что Россия вот-вот объявит свою мобилизацию. Есть косвенные признаки, которые объективно на это указывают с российской стороны, там, ну, определенные новости, скажем так, и по оргработе, это как бы видно, но как вы оцените, пойдет ли Россия на мобилизацию осенью, и что она даст, и самое главное, когда? Ну вот если поверить Зеленскому, Россия думает мобилизовать 500 тысяч человек. Так он сказал. Но если Россия это сделает, допустим, прав, как это повлияет на линию боевого соприкосновения? Что, Украина тоже сможет мобилизовать еще 100-200 тысяч? Ну, хорошо, вот он пугает. Давай, и что дальше? Ну, хорошо. Ну, Россия завтра отмобилизует 300 тысяч человек или 500 тысяч человек. И что сделает Украина? И что сделает Европа? Украинские, на Украине количество войск не увеличится. Ни количество, ни качество. Это худший вариант. То есть, хорошо, ладно, поверили Зеленскому. Хорошо, это будет. Это что, улучшит положение Украины? Нет. Это надорвет Россию? Нет. В отношении того, будет ли мобилизация в России или нет, я уже говорил. Я не знаю. У меня нет точных данных. А большинство того, что печатают, это просто больше домыслы. Каково состояние с точки зрения наличия боевой силы в российской армии? Вообще и на фронте против Украины. Я не знаю, сколько у них войск. Я не знаю, как они укомплектованы. Я не знаю, как они расходуются. Я не знаю, какие потери. У меня этого нет. Я не знаю, в каком состоянии российская экономика настолько, чтобы определить. А если завтра забрать 100 тысяч человек из экономики, как это повлияет на нее? Я не знаю. Я знаю только одну вещь. И это основное. Сегодня власть в России намного более устойчива, чем она была год назад и 2 года назад. Ну, смотрите, есть же много разных интерпретаторов. И вот, например, мне так понравилось, интерпретировали Путин выходит в народ, да? Ну, то есть он это делал только там, когда был бунт Пригожина, ну, в какие-то кризисные моменты, да? И вот сейчас он опять тоже вышел в народ. И вот, смотрите, значит, что-то там нечисто. Почему вы так уверены, что Россия, ну, не то, что не сломается, не пошатнется? Ведь сейчас же какой расчет?
И это же явно. Ну, то есть Зеленский как? Вышел и говорит: 40, значит, дней у меня есть операция, которая принудит Россию к миру. 40 дней заканчиваются через неделю ровно. А потом вот сейчас мы видим: ой, а давайте воздушное перемирие. То есть воздушное перемирие. Мы не будем по воздуху, и вы не будете по воздуху. Понятно. Ну, во-первых, в отношении Путина. Ну, эти слабоумные, я уже приводил этот пример. Это у Кузьмы Прудкова было. Стоит человек в зоопарке, смотрит на жирафа и говорит: нет такого животного. Вот сказать про Путина, что он сейчас вышел в народ. Вы видели хоть одну передачу новостей в России без Путина? Сколько он выступает? И сегодня не больше, чем раньше. В том же он не боится выходить в народ. Как он с ним говорит, что он говорит. Я не вижу разницы в том, что он обращается к народу, говорил вчера, позавчера и сегодня. То есть никаких изменений нет. Это все выдумки слабоумных. Нет никаких признаков, что власть в России сегодня слабее, чем была, или что она слабая. Только разговоры о том, что вот-вот российская промышленность рухнет, вот-вот российская армия рухнет, вот-вот народ выйдет на баррикады. И начинают выдумывать всякие фантазии приходить. Пытаются найти кого-то и на этом фоне что-то проанализировать. Это даже более примитивно, хотя тогда был смысл. Как специалисты из Центрального разведывательного управления пытались определить, что происходит в советском руководстве, оценивая, на каком месте на трибуне стоит кто-то. И вот он стоит ближе к первому лицу или дальше к первому лицу. Они прошляпили отставку Хрущева. Они прошляпили все остальные перемены. Потому что не этим определяется. Да, это фактор какой-то есть. Тогда он имел значение. Но не это основная причина. То есть сегодня я не вижу признаков реальных не в пропагандистских заявлениях того или иного горе-специалиста о том, что сегодня устойчивость российской власти меньше, чем была вчера. Можно находить всякие изъяны в том, что происходит в России. Можно найти ошибки в тех или иных областях жизни или производства. Но даже если неправильно, они не влияют на власть. То есть на устойчивость власти они не влияют. И я не вижу признаков этого. То есть, если этих признаков нет, то на что они надеются? А Зеленский совершенно справедливо с его точки зрения говорит. А это начинает ему уже угрожать. Реально воздушный налет. Поэтому он просит: а давайте прекратим, иначе-то нас переломают. Россия взяла другое направление сегодня. Уничтожить, ликвидировать возможность Украины снабжения и экспорта продукции через Черное море. Есть два способа. Один – захватить все при Черноморье. А второй – фактически его заблокировать. То есть на Украине, для Украины, это значит удушить ее. Если черноморские порты не будут выполнять свои задачи, какая часть украинского экспорта шла через них, какую часть продукции они получали? Больше, в том числе военную. А параллельно Россия начинает уничтожать методически, по карте. Вот шоссе, сколько там бензоколонок есть?
Ну и вот здесь жуткая трагедия была в Чернигове на выходных. Прилетел дрон, там тоже погибли люди, там ребенок, магазин, супермаркет. А я, еще находясь в Украине, вот и многие, да, они видели, как преобразовывали это АТБ, этот супермаркет, да, они его, ну, прям делали в таком черном стиле, в таких, как бы, ну, ты посмотришь, например, да, со стороны, скажешь, да, елки-палки, ничего себе стиль, да, то есть не подумаешь, что это магазин. И прилет туда, вот по этому стилизованному магазину. Почему? Потому что все склады, тепловозы, заправки, которые вы упомянули, все то, что похоже на какой-то объект, сейчас выносится. И понятное дело, что Зеленскому нужно это остановить. Зеленский поэтому и врет, поэтому и где-то, может быть, не врет, а подвирает. Сейчас же вот расходится Трамп, поговорил с журналистами и говорит, что Зеленский мне сказал, что Россия спутниковые снимки Ирану передает. Я спрошу об этом у Путина. Но они Венесуэле помогали, говорит, и не вообще Ирану немало чем помогли. То есть мы видим, как на этом фоне жесточайшего разрушения Украины пытается выпетлять Зеленский. Но непонятно, кто сейчас будет договариваться. Ну, то есть, и о чем? Есть ли этот шанс договориться на этом этапе? Этапе, когда все уже, ну, как бы паровоз, каток этот покатился. Непосредственно, так сказать, в кювет. И уже эти склады ты там не вернешь, не восстановишь, и жизни тоже как бы назад не отмотаешь. Ну, во-первых, на войне как на войне. Все эти супермаркеты получают продукты с каких-то складов. А если эти склады начнут уничтожать? Зачем супермаркет уничтожать? Уничтожьте склад, где вся продукция, все. То есть, если так же методично будут уничтожать на Украине, как бензоколонки, все склады производства, продовольствия, это больно. Но это только потому, что Украине против этого нечего поставить. Нету. Украина не может сдержать атаку российских ракет и новых беспилотников. У нее не хватает средств. Технических, не финансовых. И поэтому Россия сейчас начала... Россия разве раньше атаковывала порты? Нет. Сегодня нет ни одного дня, чтобы тот или иной порт, та или иная функция в этом порту не была уничтожена. Россия раньше уничтожала украинские корабли. Или корабли, которые шли. Нет. Россия не надо уничтожать западные корабли. Ни румынские, ни немецкие. Зачем? Они сами не полезут, если там стреляют. Это то, что произошло. То есть Зеленский основывается на фантазии, на лжи, на том, что он продает каждый раз новый какой-то трюк своему народу. Вот последний трюк – это 2 рокировки. А что они поменяли? Ну, кроме там подковерных игр, которые играют все на Украине, все играют, в основном извне. Что они поменяли? Чем отличается новый главнокомандующий украинским СССР? Старый был опытный офицер. Ну, этот молодой. Но у него он в военном отношении, что он стоит? Ну, я не знаю. Молодой, После молодой это завершения, не важно. подождите, после Он что, завершения и полководец? окончания там академии вот этой, не каждому переходящий меч британской королевы вручают, правда ведь? Но я еще раз говорю, это дело-то в том, поменяли одного на другого. Новый, который пришел, чем он лучше, чем он опытнее старого? То, что он молодой, хорошо. Это не значит, что он
лучший генерал, лучший офицер, лучше может управлять войсками, больше понимает и разбирается в военном деле. Я не знаю. Признаков этого не было. Ну да, можно управлять бронетранспортером, направив его на гражданское население. Ну, великий военный подвиг. Где было когда-нибудь обнаружено его воинское искусство? Какая-то военная операция с войсками, которую он провел грамотно, наступательная, оборонительная. Истории этого нет. То есть, я не знаю, я не очень знаком с генералитетом нынешнем Украины. Я не знаю, насколько они профессиональны. Часть да, часть меньше. На тактическом уровне они еще действуют. Но я не думаю, что эти рокировки, какие бы они ни были, повлияют на военную силу Украины, на ее боеспособность, на положение на фронте. Наполеона на Украине нет. И Жукова на Украине нет. Есть Штиллерман. Даже есть... Манштейна и Роммеля на Украине нет. Если уже пользоваться. Нету. Ну что делать? Так карта легла. Не смогли вырастить. Хотя, если посмотреть, да, вот я вчера смотрел по телевизору, я видел там был какое-то совещание американских генералов. Меня поразило. Только в корейской армии, в северокорейской, на груди больше орденов. У каждого грудь не видно, сколько у него орденов и медалей. О чем это свидетельствует? Да ни о чем. Если посчитать, сколько у него медалей и орденов, если спросить, сколько лет он служит, каждый год 1-2 медали ему вручают. Не бывает такого. Не за что. Так что те попытки, которые он делает, Зеленский, они ни к чему не приведут. Они не улучшат положение украинской армии. Ни прошлый главнокомандующий не смог этого сделать, ни нынешний. Не играет никакой роли. Есть еще один эпизод, я хотел бы с вами его обсудить, он просто очень важный. Ну, достаточно коротко, потому что сейчас будем переходить к зрителям и к их вопросам. Какая-то нездоровая такая бытовая ситуация у украинцев с поляками. У нас новый эпизод возле супермаркета. В общем, там поляки накинулись на украинца, его девушку, там швы, в общем, побили, сотрясение мозга за замечание в магазине. Ну, как бы так, да, пересказывают. Хотя все это понесли, что это потому, что украинский акцент было слышно. И если посмотреть статистику, то и отношение к Зеленскому среди поляков, да, резко негативно. Сейчас провели какой-то опрос. И к украинцам тоже достаточно закипает вот эта гремучая смесь там, польско-украинской вражды. Почему я так говорю? Потому что каждый день у нас новые случаи. Где-то кого-то кто-то побил, где-то кто-то с кем-то поругался и так далее. Уже сейчас на картонном Майдане за Федорова мы слышим там, кто не скачет, тот поляк. Не москаль, поляк. Уже сейчас мы видим, как эту всю историю используют политики, как в Польше. Ну а как использовать это внутри Украины, я тоже слабо себе представляю. Простите. Хотя вроде как эти украинцы, которые переехали, они там всю жизнь были, и с 22 года это вроде как уже прошло достаточно много времени. Но тем не менее мы видим вот эту остроту. Вы, как человек, возглавлявший спецслужбу в свое время, вот скажите, а нет ли здесь какого-то
ну вот такого, рукотворного, чьего-то интереса? А если есть, то в чем он? Что происходит? Дружба и взаимная любовь украинского и польского народа существует, ну, с Речи Посполитой. И как они друг друга любили, Николай Васильевич Гоголь. Он русский писатель, хотя украинцы хотят описать, он это отлично описал. Но не только он, есть исторические хроники. Поляки, для поляков украинцы – это быдло. Быдло, если кто забыл, это рабочий скот. Для украинцы за это отвечают своеобразно. Так они всегда были. И во времен Гайдамака, и во времен Богдана Хмельницкого, и до этого, и потом. То есть это данные. На этом все построено. Пытаться это все замазать, сказав, что социалистическая, как было сказано, солидарность стирает эту враждебность, ну, конечно, можно. Вот ненависть поляков к русским традиционная, патологическая, она есть. То есть, что происходит? Эти данные. Дальше входят в игру всякие политические структуры внутри страны, которые на этом играют в своих узких целях, раздувая это. Но они не создали эту ситуацию. Она есть. Она данная. Ее надо учитывать. Ее надо учитывать, когда проводишь какой-то политический акт или внешнеполитический. Надо посмотреть, а какую реакцию он вызовет с той стороны. Не умные политики, как Зеленский, он говорит, а мне наплевать. То же самое с польской стороны. Говорит, а нам наплевать. Это усиливает поддержку того или иного политика в его стране. А это то, что ему надо. И все предвыборные кампании во всех политических странах, на чем они основываются? На положительной или отрицательной части? Вот он враг, поэтому иди со мной. Он тебе угрожает. В любой политической кампании сначала находят врага и его показывают народу. То есть вся политическая структура внутри страны строится на отрицании, на расчеловечении твоего противника. А положительная составляющая, вот смотрите, какой я умный, какой я... Какого противника? Если ее, Союзника же. Подождите, она играет союзника? первостепенную роль в политике. Польша же союзник, она же член западного мира. Они же все, Запад должен наоборот поддерживать украинцев, которые, как это, щит Европы, сдерживают Россию, истощают ее, наносят ей какое-то поражение, как бы Я стратегическое. всегда говорил, в Европе есть такая закономерность. Кто более восточный, того больше презирают. Самый лучший пример к этому – Франция по отношению к немцам. А немцев по отношению к полякам. А поляков по отношению к украинцам. Ну, так мир устроен. Хорошо это, плохо, справедливо, несправедливо. Неважно, но надо это учитывать. И опасно играть в эти игры. Легко создать врага у быдла народного, у электората. Вот он во всем виноват. Это не решает проблемы, потом это бьет бумерангом. Ну, создали же. Видите как. На этом и держится идеология войны. Чем это закончилось во время Отечественной войны? Немцы это начали. А потом сказал Оренбург, убей немца. Убей немца. Это реакция. Никогда в России такого не было. А потом Симонов повторил в своем стихотворении.
То есть то же самое сегодня происходит. В этом националистическом тумане, потеряв всякую связь с действительностью. Тот, кто сегодня кричит москаляку на каляку, он завтра кричит поляка на каляку. Вся кровь. Поляки отвечают. Но они это не придумали, это есть. Это существует. Так не надо это подогревать. Не надо поднимать температуру, потому что это может взорваться. И сейчас, поначалу украинцы, которые приехали в Польшу, они же приехали как хозяева. Нам все обязаны. Ну, пока в Польше это сдерживали. Да, сегодня они это не сдержат, они это поощряют. И бьют, и будут бить украинцев на улице. Им плевать. Этим хулиганам, польским, украинским. Им плевать на все международные законы и понятия. Ах ты такой. Все. И если это можно делать по отношению к одному народу, завтра это перейдет на другой народ. Если это разрешили на Украине и подогревали делать по отношению к русским, то теперь это перешло к полякам. Так же, как у поляков. У поляков свои счеты с русскими, у поляков свои счеты с немцами, у поляков свои счеты с украинцами. Можно это подогревать, как Польша недавно хотела сделать с Германией, оплатите нам репарации. А в Германии что можно сказать? А вы Силезии не подавились? Шлезвинг. А? А немецкий город Данциг, который всегда был немецким, вам в горле комом не стоит? То есть элементарный закон в физике. Каждое действие вызывает противодействие. Можно его усилить механическими способами, другими. И тогда все это идет в разнос. С такими вещами не играют. Но я еще раз говорю, вся политическая система на так называемом свободном Западе, на выборах, она строится на отрицании, на опорачивании противника. Вот вот пойдете с ним, вы знаете, что с вами будет? И намного меньшая часть конструктивной. Почему я такой успешный? Ну, это закон выборов, что я могу сделать? Поэтому нужно найти врага. И в Польше, у которой есть свои проблемы, они ищут врага. Они ищут врага для того, чтобы кого можно использовать сегодня. Но если сам Бог велел, что украинцы, это легче всего будет выбор украинцев. Так же, как было с евреями. Просто я вот поражаюсь. Ну, как? 60%, даже больше, говорят на русском языке, а этот язык требуют запретить, выходят там с картонками, выходят, митингуют, штрафы вводят, понимаете? Зеленский сам, нет-нет, да и сорвется на русский язык. И вот эта вот искусственность вот этого, того, что есть между украинцами, поляками, там, россиянами, украинцами, это же вот что поражает. Искусственность. А все украинские президенты с чего начинали свою деятельность? С изучением украинского языка. И все они говорят, ну, я не знаю, я не могу судить, я не настолько разбираюсь в украинском. Но тех, для кого это родной литературный язык, они хватаются за голову. Это литературный украинский язык. Сталин говорил на русском с меньшим акцентом, чем эти говорят. Так что это опять-таки начинают играть, Украина доигралась в опасные игры. Она перешла к агрессивному национализму. Думая, что с ним можно играть, направив его в одну сторону. Но это зараза.
так отравляет народ, что сегодня он пошел к этому, а завтра к этому. А когда возле Львова громили цыганские таборы, цыган били за что? Они-то чем виноваты? Но когда вы приучили ваш народ силой убивать иноверцев, срывать на них зло, сегодня это одни, завтра это другие. Это опаснейшая вещь. Германия на этом обожглась. Очень сильно. Так может доиграться и Польша, и Украина. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса и переходим к вашим вопросам. Сможет ли Трамп победить Иран? 4% да, экономически, 5% да, военным путем. Кстати, по поводу экономики говорит, ой, мы будем использовать средства, которые заморозили у Ирана, чтобы вот суда восстанавливать, которые поразили или напоролись на мины. Ну, в общем, нормально, нашли уже использование. Так вот, 4% экономическим, 5% военным, 21% нет, придется уступать Трампу, как ни крути. Ну и 71% тоже считает, что нет, но он объявит победу и ретируется, сбежит с Ближнего Востока вообще от этой темы, и, в общем-то, на этом все и закончится. Вот такие у нас сегодня итоги. Что скажете по этому поводу? Сбежит Трамп? Он уже сбегает. Он уже то, что он делает сегодня, его попытка увильнуть от того, что он не хочет делать из своих других соображений. Вот проблема у Трампа сегодня. То, что надо делать, у него не хватает ни духу, ни его построения. Если вдруг что-то изменится, не знаю. Но эта политика Трампа сегодня приведет к тому, что любой договорный результат с Ираном будет засчитан ему. Прежде всего в Соединенных Штатах как поражение. И отыграется на нем ноябрьских выборах. На нем и на его партии. Да, друзья. Это единственное, что может заставить Трампа перейти к силовым методам. То есть клин клином вышибают. Что опаснее? Да, переходим к вашим вопросам. Яков Иосифович, режим Блиц, вопросов много. Начнем с клуба, потом сообщества и потом чат трансляции, поэтому пишите. Это такая любимая у наших зрителей часть эфира, потому что они могут к вам обратиться и вопрос задать. Василина пишет из клуба зрителей. Уважаемый Яков Иосифович, некоторые политологи считают, что Россия разгромно проигрывает информационную войну Западу и Украине. Даже больше, что Россия вообще на эту войну не явилась. Согласны ли вы с такой точкой зрения? И как бы вы сравнили современную Россию, Израиль и СССР в плане искусства ведения именно информационной войны? Ну, Израиль находится в этой тройке на последнем месте. Россия на втором месте, на первом месте СССР. Какой был авторитет СССР в 50-е годы? Во всем мире. Какой авторитет России сегодня во всем мире? Про Израиль я уже молчу. У нас был абсолютный авторитет до 1982 года. Не было ни одной антиизраильской демонстрации в Европе. Я уже не говорю про Соединенные Штаты. Вот. Так я это вижу. Угу. Почему? Это более сложный вопрос. Просто нет времени, можно это проанализировать. Ну, вы согласны, что Россия проигрывает информационно Западу? Ее успехи в этом намного меньше, чем были в Советском Союзе. Ответ понятен. Идем дальше. Анна, уважаемый Яков Иосифович, вы сказали, что Запад не ведет войну с Россией, но госсекретарь Рубио в марте 25-го говорит, что ведут прокси-войну с Россией на территории Украины. Позже его слова подтвердил Трамп. Так что имел в виду госсекретарь, по вашему мнению? Я не буду повторять. Немножко пошлый анекдот. Что он имел в виду, то он и сказал. Там Рубио – это не книжный философ,
которую надо напрячь мозги и понять, а что он имел в виду? Он простой парень, простой сын кубинских родителей. Что мает, то он и говорит. Он сказал. И нечего искать какие-то подспудные какие-то суперинтеллектуальные мотивы в том, что он сказал. Методы Шолома Алейхема по отношению к местечковым евреям тут не работают. Я вот знаю, почему вы мне сказали, что вы едете туда, потому что чтобы я подумал, что вы едете не туда. Так и Это да. не... Значит, сообщество YouTube. Николай спрашивает, почему Россия так бережет Зеленского? Такой вопрос. Я уже на этот вопрос отвечал. Если посмотреть, можно ли найти более худшего руководителя враждебного государства, то более худшего найти невозможно. Россия он выгоден. Он гробит Украину, он гробит украинскую власть, он гробит украинскую армию. Ну и хорошо. Ну и хорошо. А что, Россия бы предпочитала более эффективного, более умного, более способного посту во главе Украины? Чем у противника более примитивное, более несерьезное руководство, тем лучше. Тогда его стоит беречь. Я не сказал, что Россия его бережет. У России совершенно другая политика, отличная от нашей. У нас бы Зеленский не прожил и одной недели. Ни он, ни все его окружение. Так, Лина Востроилова. Вопрос. Европа, создавая и возобновляя армию, идет к войне с Россией, либо, как водится, к войне друг с другом они идут на самом деле? Европа использует вражду к России. Они на войну с Россией не пойдут. Они настолько идиоты. Они отлично знают соотношение сил. Тем более в условиях, когда что американцы их кинут. С того момента, я уже говорил, тут говорили, спрашивали на Путина, какое стратегическое мышление. А никто не заметил, что Путин добился самой большой стратегической победы для России. С самого начала в невозможных условиях он сказал, да, у нас нет денег для восстановления армии так, как есть, как надо. Мы будем все вкладывать в стратегические ядерные силы. Доведя их до такого уровня, что даже американский министр обороны сказал, России надо полчаса, чтобы нас уничтожить. А после этого он сделал ход конем. Доведя до понимания, не до сведения, до понимания американцев, любой конфликт в Европе Россия ответит в Вашингтоне. Первый, кто заплатит за конфликт Европы с Россией, это будут Соединенные Штаты. Европа же не угрожает. Потом с Европы легко расширилась. И это привело к тому, что Соединенные Штаты сказали, не-не-не, мы ввязываться в войну с Россией не будем. И это одна из основных причин, почему американцы кидают Европу. Потому что они говорят, из-за вас мы не хотим ввязываться в войну, которая нас уничтожит. Или нанесет непоправимый ущерб. Я еще раз повторяю, у России есть огромное преимущество, эта территория. Огромная территория. И уничтожать на такой территории намного сложнее. Ну, вот Иран показал, в принципе, тоже горная Иран это местность, не большая страна. территория. Ну, то есть, Иран, давайте. я немножко знаю об этом. Это не вопрос территории. Это вопрос военных приоритетов и как ведутся военные действия. Но понятно, с другой стороны, Иран это не, не Гватемала.
Иран – это не Панама. Так, следующий вопрос. Почему Путин так... О, кстати, много дискуссий в сообществе вызвал этот вопрос. Интересно, как вы на него ответите. Почему Путин так много врет? Путин сказал, что из-за событий на Юго-Востоке ему пришлось вмешаться. Но Путин не сказал, что пока он не влез в Украине все было тихо и спокойно, как в других странах бывшего СССР. Если бы не вмешался Путин и не вел войска, то было бы все тихо и спокойно, как до вторжения. Вспоминайте, как все было. Крым, захват в конце февраля, затем захват, уничтожение городов на Донбассе, 14 год, влез в Украину, устроил бойню и говорит, что он вмешался. До ввода путинских вояк и бандитов в Украине был мир и благодать. Не было национального раздела на русских и украинцев, все были одной нацией. А теперь Путин говорит, что он вмешался в конфликт. Путин сам его создал вводом своих войск в Украину и захватом украинских городов. Вот такой посыл и такой вопрос к вам, Яков Иосифович. Это Путин кричал на Майдане «Москалек, он оголек». Это Путин объявил русский язык вне закона на Украине. Первое, что объявила, это майдановская сволочь. Это Путин отменил закон в Конституции, который был написан. Украина – это нейтральное государство, никогда не будет вступать ни в один военный союз. Только на этом основании сказали тогда, давайте ядерное оружие. Это Путин все сделал. Это Путин привел к Майдану. Это Путин сделал то, что сделали в Донецкой, Луганской области. Год они умоляли, помогите нам, им никто не помогал. Страна не помогала. Когда Путин признал отделение Луганской и Донецкой области от Украины и их независимость? За 2 дня до ввода войск. До этого, неделю до этого он говорил: мы за Минские соглашения. Какой первый пункт Минских соглашений, которых Россия отстаивала? Территория Украины неделима. Так, продолжим. Во время войны остро встает вопрос, Владимир пишет, это вопрос коллаборантов. Это естественно. Все ломы стучат глоткой про россиянских коллаборантов. Но значение этого слова это ведь не только про Россию. В украинском языке есть устойчивое выражение «як гівна в рот набрав». Как считаете, это выражение появилось в украинском языке, когда следовало начать говорить об иудейско-сионистских коллаборантах? Что вы можете сказать об этом виде коллаборантов в Украине? Ну, искать в евреях причины всех зол – это старое занятие. Оно началось еще в III веке до нашей эры и в других местах. Что если в кране нет воды, воду выпили жиды. Известное выражение. Так же, как анекдот, который ходил в Германии в 30-е годы. Мы будем уничтожать евреев и велосипедистов. Ответ на это за что? А за что велосипедистов? Евреев, пожалуйста, а велосипедистов за что? Был такое, да, выражение, да. Он не был, он остался. Его только не говорят так грубо. Но он остался. В этом и вся причина. То есть 2 вещи, которые вечны. Идиотизм вечен и антисемитизм вечен. Мы с ним живем более 2000 лет. В той или иной форме. Нас это уже не удивляет. И не важно, меняются только действующие лица. Первые антисемиты были греки и египтяне. А потом были другие. Есть документ, написанный римским императором, указание своим войскам, как правильно и в хорошем смысле это слова обращаться с евреями в городе, который потом назывался Мюнхен. Под римской оккупацией. То есть проблема то, что мы существуем, да. И отношения с нами можно строить на одной основе, на которой они строились 2000 лет. Сейчас немножко на другой.
Но эти два правила евреи-велосипедисты, если в кране нет воды, они еще живучие. Их видно и у блогеров, и я не знаю, сколько, треть или четверть тех, которые пишут свою реакцию на то, что я говорю у вас. Там это невооруженным глазом видно. Чем дальше, пишет пользователь, тем больше мне кажется, что вся кампания по Украине сплошной договорняк. Наверное, 90% высшего руководства России имеют в странах НАТО и Евросоюзе недвижимость, активы, у многих родственники там, даже гражданство имеют. Почему имеем, что имеем? От России нет решительных своевременных действий, а Украина при помощи партнеров кошмарит тылы. На фронте все стабильно, гибнут все, всех все устраивает. Считаю, что для решительной победы России не нужно было убивать Пригожина и сажать в тюрьму Стрелкова. Эти двое могли решить судьбу СВО в течение 3 месяцев при условии предоставления им требуемого вооружения. А к этим людям стояла бы очередь и с добровольцем, без мобилизации и прочей ерунды. Интересно, что по этому поводу думает Яков Кедми? Я еще когда был в России, и когда я выступал, не удовольствие тех, кто меня слушал, я говорил, как можно этому уголовнику, рецидивисту давать крышу и спускать ему с рук все, что он делает, и все, что он говорит. Это Пригожин. Уголовник, рецидивист. За что он сел первый раз, ублюдок? Девчонку удушить. О, мужчина, герой. Он хоть в одном бою участвовал? Он слышал, что пули как свистят возле его уха? Никогда. А учил российских солдат, генералов и офицеров. Набрав уголовников по глупости, которых ему разрешили взять. Куда он их послал? На смерть? Сколько их погибло? Это он автор мясных штурмов. Не только на Украине. Его никто не убивал. Подох и подох. Собаке собачья смерть. И он был пес, которого, как и других подобных, в России почему-то власть прикрывала. Насчет Стрелкова я ничего не знаю. Но что Стрелков помог Донбассу защищать себя. Что он делал потом, это уже проблемы России. Я тут ничего не знаю. И ничего не могу сказать ни за, ни против. Но то, что он организовал помощь Донбассу, когда никто не хотел им оказывать помощь, это факт. Сергей интересуется, как Яков считает, получит ли Трамп импичмент или сможет усидеть до конца? Я не думаю, что он получит импичмент. По американским законам это очень сложно и почти невозможно. И потом до конца у него немного осталось. 2 года. Время летит быстро. Какой смысл с ним это самое? И потом есть определенные закономерности в политической жизни. Что лучше, убрать неподходящего руководителя государства сегодня или оставить его, чтобы он до того навел неприязнь к себе, что это отразится на следующих президентских выборах и к его последователям. Или однопартийцам. Вот что лучше. Это тактика. В зависимости от ситуации в Соединенных Штатах. Так что, может быть, если он вызывает отрицательные реакции, пусть он остается подольше, он их больше вызовет. А за это заплатит его партия на следующих выборах. Так что не всегда надо торопиться. О, Господи. Во Львове картонный Майдан, сейчас кадры оттуда приходят, скандируют: Федоров Дропатый, нас не подолати.
Потрясающая новость, конечно. Друзья, давайте еще ваши вопросы. Значит, технический вопрос. Российская баллистика иногда прилетает в Киев раньше, чем включается сирена, но она пролетает только одну границу. А иранская баллистика реально имеет шансы добраться до Банковой или будут сбивать другие страны по дороге? Как вы думаете? Радиус действия иранских ракет сегодня, те, которыми они пользуются, порядка 2000 километров. Возьмите циркуль, линейку и посмотрите, куда они могут долететь. У Ирана нет иностранных военных баз, и у нее нет флота, и нет ракет морского базирования, которые можно запускать морской платформы более близкого расстояния. Не, ну там вроде Они, долетает. Ну, да? по радиусам уже померили журналисты, материалы были, что долетает. И как бы нормально. Нет, насчет Украины, это Да. радиус действия. Я не знаю, ну, возьмите, это чисто географически. Нет, имеется в виду как бы баллистику. По дороге будут сбивать все там, кто там, Турция, там, ну, вот если от Украины до Ирана. А, Это уже более политический вопрос. Кто будет защищать Украину с моря? Турция, Болгария, Румыния, Россия. Ракеты могут пролететь разный маршрут. Да, говорят, у Ирана пока нет в рабочем состоянии ракет большего радиуса действия и способные летать по траектории отличной от баллистической, маневрируя по дороге и обходя те или иные объекты. Это еще далеко. Так что, если захотят ударить по Украине, ну, и иранцы никогда нельзя относиться к ним с презрением. Вот. Они нашли обходной выход против американцев, вырасти в хуситы. Они искали оружие против нас, выращивая Хизбаллу. То есть я не знаю, что они завтра придумают в отношении Украины. Можно, конечно, посидеть и просчитывать эти варианты, я этого не делал. Мгм. Так, чат трансляции. Яков, скажите, Европа, уничтожив Украину и нанеся ущерб России, как будет делить остатки после войны? И голоса у украинцев будут вообще, так как их почти нет? А кто победитель? Ну, в данном случае, я скажу, победитель будет тот, кто останется в живых. Так Ну, так. что даже при размере 1 на 1 у Украины шансов нет. Личное мнение. Такаев, говоря Путину о перемирии, хочет не небо открыть, а море. Чтобы ни Украина, ни Россия не били по судам в Черном и Азовских морях, открыть порты Украины. Как вы считаете, в чем смысл его был обращения к Путину? Чувствует, что удары России по черноморским портам наносят все больше и больше его ущерб. И тогда он вдруг, так же, как и в отношении воздушных атак, говорит, а давайте будем все, но это нет. Ну, Он тут тоже хочет. в чате пишут, почему пока КТК «Шеврон» и «Эксонмобиль» бьет Зеленский, а Такаев Путину выговаривает. Тоже возникает такой момент. Зеленский, он хочет играть как Шулер, крапленными картами. Вот тогда он говорит, я выиграю. Или как в том анекдоте, когда играют в очко, один рассказывает, мы играли в очко, и когда я ему сказал, покажи карту, он говорит, джентльмены не врут. Говорит, и тут мне такая карта пошла. Это про Зеленского. Куда движется Россия на 5-й год войны? К целям или от целей СВО, а именно демилитаризация, нейтрального статуса и денацификация? Пока Россия не снимает эти пункты с требований от Украины.
пока Россия продвигается все медленно, все непременно медленно, но продвигается на Запад. Добьется ли она в результате этой войны своих целей, мы увидим. Это немножко напоминает то, что я говорил про Трампа. Зависит от того, как будут вести военные действия. Зависит от того, что будет окончательной целью. Договориться любой ценой или договориться только на основе своих целей. Вот такой вопрос. Перед кем провинились погибшие дети Донбасса? Задает пользовательница. Перед кем они провинились? А я вам скажу, когда мне говорят, почему ты не веришь в Бога, я говорю, как я могу верить в Бога, который допустил смерть 1,5 миллиона еврейских детей? Чем они провинились? Кому нужен такой нахрен Бог? Отец родной. 1,5 миллиона детей невинных. Так и с невинными детьми Донбасса. Перед кем они провинились? Они невинные, дети никогда не виноваты. Самое подлое, когда убивают детей. Это самое страшное, что происходит на войне. Если россияне обрушат фронт украинский, Запад введет свои войска на территорию Украины? Макс спрашивает. Они не камикадзе. Камикадзе могут. Но на Западе, Западной Европе такие качества не свойственны. Ну, чтобы ввести свои войска под удары российского тактического ядерного оружия, ну, до какой степени безумия можно дойти? С какой целью? Чтобы они превратились в пыль? Или в кусок обожженного масла? Я знаю, как выглядит человек, который сгорел живее. Видел, что это такое. Ну, они превратятся. Они могут съездить в Хурсин, посмотреть, как это выглядит. И увидеть свое будущее, не добившись ничего на Украине. А потом... Вы все-таки уверены, что ничего не добьются на Украине? Нет сегодня ни одной армии в Европе, европейской, которая есть силы перебросить войска на Украину. Какая армия? Сколько танковых дивизий есть в Германии? Сколько их есть во Франции? Так, видите, танки уже не нужны. Нет. А как воевать на территории Украины? Чем? Дронами. Дроны – это не военные. Роботами, дронами. Роботами? Насмотрелись или наигрались в компьютерные игры. Дроны не решают. Дроны не осуществляют прорыв. Дроны, неважно какая война, все решают солдатские сапоги на территории противника. Только. Яков Кетбе был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели этот эфир. Поставьте лайк, напишите, с чем согласны, с чем не согласны. Думаю, комментариев будет много после сегодняшней беседы. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.